Привет, друзья! Это история Кибер 3 2025 года. Ох ты, елки-палки. И история, которая начинается в таком состоянии. Вы часто нас критикуете за то, что мы показываем мало процесса подготовки машины. То, что мы делаем для того, чтобы машина была полноценным проектом. И что мы конкретно устанавливаем, и с чем мы боремся и так далее. Мы всегда пытаемся это все снять, но вы знаете, когда ты опаздываешь, когда все под вопросом до самого последнего часа, устраивать шоу, снимать видео, это как-то не совсем удается, а делать что-то постановочное тоже как-то достаточно странно. Что, мы находимся в заднице. Эта машина должна быть готова через неделю. Через неделю она должна уже стоять на выставке и радовать других людей своими формами, своими решениями и тем, чем не радовала до этого ни одна другая Кибер 3, потому что мы будем менять и решения по светотехнике, и решения по колесам, и вообще это машина 25 года, то есть кузовные панели у нее другие, поэтому бодикит сильно модернизировался для того, чтобы одеться на нее. И у нас осталась неделя. И мы это будем показывать в любом случае. Успеем мы, не успеем, вы будете в любом случае эту серию видеть. Я так решил. Поэтому пожелайте нам удачи. У вас это займет, я думаю, минут 10-15, может быть 20 максимум. И вы будете видеть все, с чем мы столкнулись по дороге к успеху на очередной автомобильной, электромобильной выставке. Так, ребятки, у нас новый проект. Вот это старый проект, он ждет еще своего часа. А вот новый проект. Это новая 2025 года Model 3. Это перформанс-тачка. Если помните, в нашем обзоре я был в восторге от того, как она едет, как она ощущается и так далее. Что мы имеем здесь? Мы имеем здесь эту машину, полностью целенькую, за исключением вот этой примятости. Но эту примятость мы обрежем, и здесь на этом месте будет стоять расширение. Самая главная задача, которая стоит перед нами, и вопрос одновременно, вопрос в том, насколько легко станет обвес Кибер 3 на эту машину, потому что это уже у нас рестайлинговая версия, а Кибер 3 обвес у нас на дорестайлинговой версии. Также очень хочется сделать злую морду с использованием деталей от новой Model Y. То есть вот этот светящийся бар, перенести фары вниз. Все это тоже хочется сюда прикастомайзить, чтобы это было здесь. В Model Y, как это выглядит, мне не очень нравится. Мне даже больше нравится морда оригинальная трешки. Но вот эти световые решения должны отлично зайти именно на этот проект. Именно на вот эту злую морду, такую, как у нас есть в Кибер 3. Смотри, на прошлую модель мы пилили вот такие фары. Мы брали дорестовые фары, внутрянку, засовывали сюда блок управления. Да, многие думали, что мы просто крылом и бампером накрываем оригинальные фары, но хер там плавал. Мы оставили только LED и все. Все габариты, все вот эти подсветочки ушли. Мы этот обвес изначально делали из пластилина, а в гараже, в котором Витя лепил этот обвес, было жарко. И изначально у нас не было желания так сильно переделывать фару. Но так как пластилин поплыл, морда у нас опустилась ниже. И когда мы изобразили этот капот уже с крыльями и с бампером в твердом материале, оказалось, что фару вставить, мало переделанную фару вставить невозможно. И поэтому вот эта фара уже была сильно переделана специально под этот обвес. И теперь, внимание, Саша продемонстрирует, как мы заглянули в будущее. Или как Тесла стырила наш злой прищур. Сейчас, она еще не села. Короче, вот мы оставляем ее положение сверху садовых. Охренеть. А если чуть-чуть мы поднимем, вот ровно на сантиметр. Да. Добрый вечер. Охренеть. Вот так она становится в наше крыло, которое никто не пилил, ничего не делал, просто Короче, была у нас идея ваечную морду ставить, но идет ваечная морда на следующий проект. Короче. Блин, даже ровно бампер у нас прорезь под фару ровно там заканчивается. Франц, где мои бенефиты?
Так, одно из самых главных в Кибер 3 2025 это то, как будет выглядеть морда. И основное там оптика. Поэтому мне пригодится ваша фантазия. Мы, скорее всего, разместим картинку, как выглядит Кибер 3, как она выглядела всегда, сбоку, чтобы вы не отвлекались. И пройдемся по вариантам, которые у нас есть, для того, чтобы машина, в общем-то, могла чем-то светить. Значит, в 2025 году в тройке уже устанавливались вот такие вот фары. Но дело в том, что у нас бампер все еще немножко ниже, чем бампер в оригинале. Поэтому эта фара у нас упирается и в лонжерон, и во все крепления, которые только могут быть. Отсюда мы пошли дальше и эту фару разобрали. Это та же самая фара, только это в корпусе, а это без корпуса. И если мы уже делаем новый корпус, то возникла идея поставить что-то более оригинальное. Что есть более оригинальное? Более оригинальное у нас это лайтбар от Cybertruck. Но если мы возьмем лайтбар от Cybertruck и посмотрим его целиком, от начала до конца, окажется, что он намного шире, чем в принципе вся тройка. Резать его как-то странно, и в принципе он и по геометрии немножко не помещается, он такой достаточно квадратный. И к чему мы пришли? К еще одному варианту. Посмотрите внимательно, это у нас фара и ходовой огонь от Model Y. Да, многие из вас удивлены, потому что они выглядят на машине абсолютно не так, как в реальной жизни. На машине они выглядят отдельно. Теоретически они вроде как должны спокойно становиться на наш бампер, но есть нюанс. Сама фара, если ее оставить так, как она есть, она должна быть где-то здесь. Все здесь выглядит нормально с точки зрения дизайна. Надо только каким-то образом употребить эту фару в нашем проекте. Тоха, приложи, пожалуйста. Не прицеливаясь, да? Просто насколько она идеально ложится. Ну просто капец. Какого года бампер? Когда мне рассказывают, что я преувеличиваю, где я здесь преувеличиваю? Ну, Какого года у тебя бампер? 21 года. А фара? 21-го, а фара 25-го. Сережа, твій ход. Давай її розпилякаємо. Сняли стекло с корпуса. Блин, вообще что-то другое, какой-то грузовик. Да. Получили фару от Форда. Да, точно. Подорежем и печатаем корпус. Да. Ингредиенты, которые мы будем ставить. Unplug Performance. Пружинки. Да. Китайская пружина, на которой Unplug наклеили свою наклейку. Но вариантов нет, и пришлось купить Unplug. Они сделали прогрессивный виток, на который они говорят, что он добавляет перформанса. И должна получиться такая жесткая, станцовая, очень низкая машина. Да, но это самая мягкая пружина. То есть Да, есть жесткие пружины, есть мягкие пружины. В общем, в чем идея пружины? В том, что мы хотим сохранить подвеску. Подвеска у новой Model 3, она регулируемая, она умная, она адаптируемая. И Tesla над ней поработала. Поэтому просто тупо выкинуть и поставить койловер, ну это как-то не так. Посмотри, насколько нам надо расширять. Да, вот стандартное колесо, а вот... У нас в нашем обвесе вот здесь воздухозаборник. И ему ничего не мешает быть. Здесь, кроме бачка. Потому что если бачок убираем, там просто пустое место и спокойно в телевизор проходит воздух. Но так как они ни хрена не изменили, сюда назад становится родной бачок и становится рестовое корыто. Да, даже место под бачок есть. Почему там бачок? Да, как ты думаешь? Почему? Мне кажется, чтобы легче было заправлять в нее нам. В следующей версии хотят переместить бачок в салон, чтобы не надо было капот открывать. Значит, давайте облетим и поймем, что у нас сейчас есть. Значит, концепт нового лайтбара, выравнивание зазоров стекловолокном на актуальных деталях.
Новые колесные диски, которые вот-вот только сегодня были собраны. Это трехсоставные диски HRE. Это колеса Toyo, и я их покажу позже. 325 ширина. Вы представляете? Смотрите, это 19 колесо. И оно в ширину и в высоту очень сильно похоже. Просто новенькие HRE колеса. HRE это местный калифорнийский бренд, который делает высокопроизводительные, сверхлегкие колеса для выпендрежа. Ну, в общем, они такие есть. И специально, чтобы не делать никаких проставок, ничего, здесь полочки подогнаны идеально под тот обвес. То есть не будет никаких проставок, ничего такого. Эти колеса подходят только на один вариант машины. Это Model 3 в Кибер 3 обвесе. Посмотрите на это колесо. И для сравнения, колесо стандартное. 325 ширина. Это монстр. Это просто монстр. Им можно в свободное от показов на выставке время укатывать асфальт. Они здесь закрыты для того, чтобы их никто не покоцал, потому что это дорого. Количество деталей, которые заменяются. Крыло, бампер, фары, с другой стороны крыло, капот, и вот лежит корыто. Диффузор. Он тоже еще выготавливается, делается, и будет у нас здесь красота. Задняя часть. Стекловолоконное корыто. Потому что если оставить, ну это другого плана корыто, это подполье багажника. Если оставить стандартное, которое было из металла, оно квадратной формы, и оно не дает нам поставить очень агрессивный диффузор. А диффузор, вот он такой. Посмотрите, какая у него глубина. Это красивейшие, классные лопасти. И поэтому, когда вы видите любой тюнинг на автомобиле Tesla Model 3 и Model Y, там диффузор обычно всегда скромный. Это потому, что никто не идет глубже, никто не идет так, как мы, и меняет все, чтобы сделать так, чтобы машина выглядела ярче и была эффективнее. Стекловолоконное решение здесь и стекловолоконное расширение по бокам. То есть здесь мы залили уже побольше уха, уже сделали оно толстое, то есть как бы вот его прикрутило, оно держится здесь. Здесь дальше вот это все подгонять. Мне нужно его все прикрутить. И дальше вот здесь подточить, все подшпаклевать и потом уже отдавать. Вышло, что в середине очень тяжело было превратить этот в что-то ровное. И мы решили закрыть это. Короче, вот это центр, она будет моргать. Да. Потом. Так, покажи самое главное, что это 3D принтерная новая деталь, которая только що. Сережа, тільки що її відсканував і одразу зробив за годину. сканував, це просто Ти навіть не сканував? циркулі погнав. Штангенциркуль? Нихера себе. В общем, хотели поставить задний ход тот, который Франц интегрировал в новый бампер, и тот, который идет с этой машины. Но неудача в том, что почему-то Франц не рассчитал, что в Кибер 3 он не становится. Не понимаю, для какой другой машины он мог это делать. Во-первых, он огромный. Просто кусок огромного пластика, что там такого спрятано. Но это чувствуется, что Илона нет уже 5 лет как в компании. На переднюю фару 3 приходит провода, а здесь 8. На переднюю фару 3, а здесь 8. Поэтому мы ставим другой вариант, какой-то будем придумывать, а Франца отправляем на доработку. Ждем следующего рестайлинга. Выглядит разгадка. Что ж мы все-таки там вытворяем? Ёлки-палки. Хорошо видно, да? Видно. Это одна лента. Короче, как вы поняли, все, что мы придумывали до этого со светотехникой, какую фару вставить, все пошло по одному месту. Решили сделать все кустомно от начала до конца. Да вот видно, куда угодно видно. Хороший, качественный луч. Пуск. Бум. Ох ты, елки-палки. Да не, жирно, ты что, класс. Як плавно. Це звичайний режим і поворотник. Це отак ми їдемо, да? Да. І Поворотник поворотник. зараз працював, потім раз, поворотник вимкнув. Бум.
Клас. А якщо запуск на звичайному режимі, то він отакий. Дивимось. Бум. Не вистачає якогось звуку, як Windows. Так, столько любовались моноброви, что я забыл показать главный свет. Вот можем показывать главный свет, а вы можете параллельно любоваться моноброви. Значит, вот так выглядит главный свет. Здесь ближний и дальний. Мы его показывали, как он работает, а теперь он аккуратненько встроен в свеженапечатанный корпус. И вот это все устанавливается вот сюда, вот в эту часть. Грубо говоря, точно так же, по аналогии с Cybertruck. Головной свет внизу, его даже не видно. И ходовой огонь, большая сплошная монобровь. Но выглядит солидно. 2 линзы, ближний и дальний свет, охлаждение. Всего 4 линзы должны светить достойно. Испытание света, луч прям как для таких маленьких линзочек. Ну да, слушай, оно классно, оно смотрит, оно в одном цветовом спектре. Белое все такое. Вот она, такой была. И вот такое стало. Пружины стоят, колеса стоят. Должны были вчера ночью ее завести, но из-за того, что она не залезла на трейлер, из-за того, что она слишком низкая, из-за этого приходится завозить ее своим ходом и при свете дня, потому что своим ходом ночью без фар ехать как-то грустно. Елки-палки, конечно, сзади, оно катись медленно чуть-чуть. Сзади, конечно, выглядит оригинально. И надо ставить этот амортик с регулировкой назад, пружину с регулировкой. Купили одинаковые пружины, и получается морда приподнята, попа опущена. Цвет, который будет у Теслы, вот такой вот. Вот такой вот цвет, вот такая вот пленка. Как машина выглядит сейчас, завезли на пленку. Ребята посмотрели на это и внесли замечание. Каждая желтая бумажечка — это замечание. Да. Каждая желтая бумажечка $100. Короче, это все цяточки, и не только цяточки, которые в результате после последнего замывания были нами не замечены. И времени здесь, по сути, если сегодня машина подготавливается, то времени на заклейку, на все остальное 1 день. Невероятные сроки, но мы в ребят верим, они в себя тоже. Что, мы находимся в заднице с карбоновыми деталями. Только один человек может нас спасти. Зовут этого супергероя Витя. Самое интересное, знаешь, что вот в камеру эта деталь даже выглядит, скорее всего, нормально. Знаешь, вот если смотреть. Да, но если там макро сделать. Вот в том и разница, что вот, ребята, смотрите, вот вы, когда видите Инстаграм, вот вам показывают вот так вот карбон, и вы так, да, класс. Смотри. Если не на отблеск. А если все это посмотреть, то большая часть машин, которые вы ставите лайки, говорите класс, вот они вот такие вот. Вот такой вот там карбон. Это мы так приехали забирать машину в то утро, когда она должна быть готова. Треугольничек сломан, машина висела на подъемнике, подвешена за батарею, пороги не поклеены. Мы попросили Леру вчера помочь ребятам, и вот она, по сути, этой машиной только и занимается. В общем, в то время, как мы исправляли карбон, делали светотехнику, планировали, как мы будем исправлять подвеску, занимались электроникой и всеми остальными вещами. Время, блядь, попить Тот, кофе, это просто сейчас самое время, блядь. Машина проехала 50 миль и даже не тормозила. Да, новая машина.
Новые колодки, новые эти. Но уже засрались. Но засрались они... да, ржавчиной засрались немножко. На шины буковки. Пленочка уже почти везде. Так, будем возвращать назад шильдик плед? Пусть знает. Мы не будем стесняться, что это плед. Окей. Так все будут говорить плед, ты знаешь. Они же специально сделали плед. И все будут на дороге останавливаться, все спрашивают плед, плед, плед. Все привыкли, что если быстрая Тесла, значит плед. Здесь у нас разметка под спойлер. Друзья, как видите, машина на выставке. Как видите, она полностью собрана, все в порядке. Я вам покажу еще пару кадров этой машины, а дальше мы попрощаемся, потому что слишком долгий путь мы проделали, пока она здесь оказалась, и мне кажется, что это достойно отдельной серии. Поэтому больше подробностей о машине и как я стал дальнобойщиком в следующей серии. Увидимся, пока!